Друзья, всем привет! Без лишних слов, долгих приветствий и вступлений. Сразу открываю улей. Обещал в прошлом видео вам показать состояние моих семей, точнее слабеньких отводочков, которые у меня перезимовали. То, что они перезимовали, я видел, когда добавлял им канди. И хочу посмотреть и вам показать, что же там на самом деле происходит, потому что я еще их не открывал. Этих я показываю в необычном таком, нестандартном для моей пасеки улье. Это лежак, дырявый лежак, то есть там сифонило в нем. Есть дырка с угла, я ее чем-то, не помню, чем-то закрыл на зиму, но, скажу так, он не очень теплый, этот лежак. И, соответственно, шанс выжить в этом лежаке у них был минимальный. Но, как видим, сколько-то пчелок здесь есть. То, что здесь стоит 4 рамки, не факт, что на 4 рамках они прям уходили. Скорее всего, я какие-то рамочки просто не убирал, оставлял. Короче, я не помню даже, что я с ними здесь делал. Почему? Потому что вот они за 2 дня, видите, как взяли хорошо снизу. И особенность такого пакета бумажного, что они снизу дорожками вот так прогрызли, взяли там, где улочки. А визуально сверху смотришь, вроде бы и не берут. А на самом деле очень даже хорошо берут. Экологически чисто, нет пленки. Вот. Но тут даже на заставной немножко пчелок есть. Погода позволяет быстренько к ним заглянуть и посмотреть, что у них здесь происходит. Хотя бы посмотреть общее количество, глянуть, есть ли здесь корма. Кормов тут нет. Рамка легкая, пустая. Хорошо, что заглянул. Но здесь немножко есть. Сейчас эту рамочку стряхну и поставлю им полномедную рамку. Потому что расплода в ней нет. Отчего она будет стоять пустая. Потом они уже эту рамку, ну, в принципе, ее даже можно за заставную отставить. Там есть немножко меда на другой рамке. Пусть они ее выбирают. Так. Показываю вам, а сам ничего не вижу. Смотрю сам, а вам ничего не видно. Не вижу, есть ли там расплод. Вот здесь есть печатный расплод. Вот она, матка, ходит. Сеет она в этой рамочке. Вот она немеченная. Или метку стерли, не знаю. Потом будем уже этим заниматься. Но если на этой рамке есть печатный расплод, и, скорее всего, там я увидел засев, то, наверное, на этой точно есть. Хотя это тяжелая, наверное, здесь корма. Да, здесь есть мед, на котором они и зимовали. И с этой стороны также есть какие-то... Ага, здесь личинка. Кормят личинку. Подмора довольно-таки много, как для такой семейки на 4 рамки. Но и в остатке есть чему развиваться. Если они уже сейчас занимают, по сути, 3 рамки, эта рамка, можно сказать, с меньшим количеством пчел, то по большому счету переживать не о чем. Можно сказать, что на 2 рамках уже есть расплод. Оставляю им также эти 2 рамочки, а вот эту рамку уже заменим. Поставлю сейчас полномедную. Рассеваться там есть где на 2 рамках. Это будет за заставной выбираться. Сразу же при вас хочу почистить. Даже не нашел скребок. Беру это, делаю просто вилкой для распечатывания меда. Зачем делаю для вас? Может быть, кому-то будет интересно. А как почистить улей, как это все сделать практически. Но если у вас пчелы не кусючие, то вот так вот можно прям сразу же и сделать. То есть аккуратными движениями, сильно там интенсивно не размахиваем руками. Берем и вычищаем подмор с восковой крошкой. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы там сейчас при потеплении не начинались процессы брожения, грибковые заболевания и не порождали какие-то инфекции. Потому что особенно малочисленные колонии, семьи пчел, не в первую очередь бросаются чистить дно, потому что у них есть очень много ульевой работы на рамках. Если семья большая, чем семья больше, тем больше пчел у нее
есть для того, чтобы высвободить свои силы, энергию для очистки дна. Конечно, есть отдельные пчелки, которые я вижу там вот тянут подмор. Ну, представьте, сколько они этот подмор будут вычищать, если там, скажем, 10 пчелок занимаются именно этими работами, ну, условно говоря. Поэтому в такой теплый денек, когда у вас дно не отъемное от улья, а вот, например, такой лежак, пока вы еще не заставили его рамками, пока у вас нет большого количества рамок, вы можете рамки сместить к одной стороне. Я, кстати, здесь не вижу пчел, которые были бы в плесени, каких-то грибках, то есть такой свеженький подморчик, поэтому, в принципе, все делается вовремя. Там вот есть та дырка, о которой я вам говорил. Но я в любом случае планирую из этого лежака пчелок в ближайшее время, может быть, пару недель, пересадить в новый улей. Мне его просто нужно покрасить. Вот так вот очистили. Возвращаю рамки к этой стенке. Теперь там осталось небольшое количество восковой крошки и никаких мертвых пчелок нет. Аккуратно возвратил рамки. Уже сразу же подготовил вот такую рамочку с медом для того, чтобы им дать. Какой стороной? Ну, можно той, которая меньше запечатана, к расплоду, чтобы сразу там жидкие фракции выбирали. Таким образом я семью не расшириваю на рамку, не увеличиваю количество пчел, а корма дал. Этих пчелок стряхиваю с рамки пустой, чтобы они здесь не сидели зря, а переползали на рамку и занимались работой. А вот этот остаток меда, который здесь с зимы остался, видите, он, конечно, уже такой требующий воды, размочить его. Ну, пчелки летают, размочат, заберут. Это еще, наверное, остатки даже, может быть, рапса вот здесь, может, подсолнух, не знаю точно, откуда эта рамка и когда она была. Вот в таком виде я ее ставлю за заставную, будут нырять и забирать. Возвращаю подкормочку, посмотрите, какая красота. Уже есть первая представительница с такой красивейшей, качественнейшей обножечкой. Не знаю, с чего она такую золотистую нашла, желтую, но с чего-то нашла. Так, немножко подул на рамки, чтобы пчелы опустились, не придавить. А теперь вот так вот по чуть-чуть такими движениями как бы прогоняю их с рамок и оставляю им эту подкормочку. Закрываю потолочинами. То есть такой пример классического лежака, без всякой пленки, без сетчатого дна. Классика жанра, в которой также пчелы перезимовали без каких-либо проблем. Так, ну и спасибо за то, что ни одна не ужалила, несмотря на такое вмешательство. Для интенсивного развития, сохранения тепла можно еще вот так холстиком накрывать рамки с пчелами и туда вот опускать вниз холстик. Не до самого дна, а так немножко прикрывать. Но в данном случае я этого не делаю, пока оставляю как есть. Так они у меня и были накрыты этим детским одеялком, то есть не было какого-то особого утепления с профессиональной подушки с минватой, как у меня на других ульях. Есть вот дырки и здесь закрываю, чтобы не было никакого воровства. И смотрим еще одну семейку, которая находится в этом лежаке с другой стороны. Я думаю, вот так вот вам будет видно, что у нас здесь. Знаю, что перезимовали, но не знаю, опять же, в каком они там состоянии, количестве, как себя чувствуют, сколько их там. Здесь уже дошли до прогрызания бумаги кверху. Хорошо берут. Так, ну что, картина, в принципе, ясна. Пчел мы видим. Их достаточное количество, по-моему, больше, чем в прошлой семье. Эта рамка также пустая.
О, да на ней уже есть печатный расплод и довольно-таки хорошее пятнышко. Поэтому вот эту рамку мы уже по общей схеме, так сказать, как ту, выставлять за заставную не будем, потому что она уже с расплодом. Здесь печатного расплода еще больше на этой рамке. Здесь засел и сеет маточка, ходит, вот она внизу, рыженькая, с номером 379. Мой номер 245. Это 349, надо запомнить. Она у меня, по-моему, не записана с прошлого сезона. Две рамки пока что посмотрели, полностью обсижены пчелой. Здесь есть жидкая фракция, наверное, это они канди так переработали в жидкость. Ну, чистят. Есть мед в этой рамке. И крайняя рамочка у нас. Подмора здесь поменьше или так же даже, как и в той семье. Но здесь пчелок меньше. Здесь есть какой-то запас перги. Короче говоря, вот такое состояние семей. Значит, мне нужно и здесь почистить, облегчить им участь. Я сейчас отставлю все к центру улья. Делаю все очень медленно и осторожно, чтобы не тревожить пчелок своим вмешательством. Тут я подмор подмел под эти рамки, две, которые с краю стоят. Сейчас их убираю и полностью весь подмор к углу и вычищаю вместе с восковыми крошками. Вот такие наглядные работы на пасеке в начале сезона у нас получаются. И здесь, друзья, я, получается, семью расширяю по меркам терминологии пчеловодческой. Почему не ставлю эту рамку за заставную? Чтобы не давать им лишнюю работу на перенос, просто поставил ее к вот этой рамке более пустой. Ничего страшного в этой семье не будет, никакого переохлаждения. Корма будут ближе, когда они освоят ту рамку, заберут там. В общем, в эту семью мне можно конкретно очень долго не заглядывать. Единственный момент, нужно будет добавить такой подкормки, и потом просто через недельку можно будет добавить рамочку за заставную с медом. И все. И пока они эти 5 рамок нормально освоят, то будет все шикарно. Короче, больше я их не заглядываю, не разбираю, ставлю сюда медовую рамку позже. И когда съедят, положу еще вот такой вот канди. А уже там через месячишку можно будет рамки все, которые за заставной будут пустые, ставить вовнутрь, давая таким образом сушь. И там уже будет совершенно другое количество пчел. Вот так вот, в общем-то, перезимовали самые слабые семейки на моей пасеке.